Sikowski. B-Cop says he located a green Kaiser Fraser from the hot sheet. Address is 6 West 2nd Street. Get over there, see what you can find out. Go on. Sorry to inconvenience you. We're on it, Captain. Two peanuts are walking down the street. Almost assaulted. I swear the more bent cars we bring in, the longer the hot sheet gets. It pays the rent, though. Keeps Mrs. Phelps in the manner to which she's accustomed. I'm not sure she'd agree with you. Passionate, romantic type like you, Cole? I don't believe a word of it. Всем привет, друзья, с вами Бадди. Мы играем L.A.Noire и беремся за очередное расследование. Я напомню, расследование в этой игре — это плоть и кровь всей игровой механики. Все остальное, так как поездки на машинах или погони, стрельба, это уже вещи второстепенные. Так, почти потерялся в этих коридорах полицейских. У нас новое задание об угоне автомобиля. Давайте в очередной раз посадим за руль этого симпатичного автомобиля нашего напарника. Уж очень мне не хочется ездить самому за рулем. Хотя... They're calling her the Dahlia now. Wonder what Veronica Lake makes of that one. What a case. You hear whether they're making any progress? Well, Captain Donnelly seems to think they have it all wrapped up. Brown and Green are sweating this Manley character. I heard it'll be in front of a grand jury by next week. Poor thing. Terrible enough being murdered like that without having her death strewn all over the front pages. Ну, очередной раз они обсудили дела давно минувших дней. Вест-стрит. Западная улица. Все-таки придется мне повозиться с управлением. Необычно начинается это дело. Обычно мы приезжаем и просто собираем улики. Здесь же все начинается с погони. Ну давайте попробуем посмотреть, насколько его хватит. Надеюсь, грузовик нам мешать не будет. Ударит его по шасси. Пока только по бамперу получается. Ладно. Дружище, ну я ж тебя по шасси ударил. Вот такого. Ну давай, дружище, я тебя уже все покоцал. Дружище, завязывай, остановись уже. Нормально так. Ни хрена себе. Превысил скорость. Give it up, LAPD. Why did you run from us? I saw a big car in my rearview mirror with two tough guys bearing down on me. What would you do? What's your name? Cliff Harrison. You're under arrest. For what? What are you talking about? Nice try. I'm talking about the car being stolen. You're out of your mind. I bought the car, and I've got the paperwork to prove it. Ну-ка. Давайте читать. Это салон Кумпса. Лос-Анджелес, Калифорния. Чек на такую-то дату. Видимо, на сегодняшнюю. Подпись Харрисон. Видимо, будет одним из фигурантов дела. Марка Кайзер Фрейзер. Модель Манхэттен. Всего за 200, 400, 550, извиняюсь, он приобрел чек на проданный товар, поддержанный автомобиль. Какого хрена они продают угнанные автомобили в своем автосалоне поддержанных тачек? Ладно, выходим. Ты в любом случае, дружище, езжай-ка, наверное, в участок. Так, Клифф Харрисон, подозреваемый управляющий угнанным автомобилем. По уликам у нас, так понимаю, вообще ничего. Угнанный автомобиль. Номер находится в последнем списке угнанных машин. Понял.
И чек на продажу того же автосалона автомобиля, да? Так, ладно. Поглядеть на Гаврика. Вроде не врет. Чурится маленько, ну так. Давай, дружище, угнанный автомобиль. You purchased this car from Coombs Automotive Company? Yeah, that's right. Ну, правду говорит. And the ownership papers? From the same place. Так, отлично. Свидетельство о праве собственности на автомобиль 47-го года. Тот же самый Клифф Харрисон, владелец, он же. Хорошо. If this is a forgery, it's top-notch. This will need to be traced. Ладно. Давайте продолжать его спрашивать. Судя по всему, он все-таки добропорядочный гражданин великой и могучей США. Мотив для бегства. You have a criminal record, Mr. Harrison? No, nothing like that. Может быть, я даже ему поверю. You expect us to believe you. Is that so much to ask? Я же нажал истина. Я что, промахнулся на другую кнопку, что ли? Ну ладно. Who did you deal with at Coombs Automotive? The owner, Richard Coombs. Ну, вроде правду говорит, нажимаю 1. And he made out the bill of sale personally? Of course he did. He kept a facsimile for his records. Check with him. Хорошо. We're going to get to the bottom of this, Harrison. Until we do, you're going downtown. You gotta be kidding me. I'm getting arrested for buying a goddamn car? If everything is legit, Harrison, you'll be out soon. Until then, if I were you, I'd keep my mouth shut. Bag his possessions as evidence and have him arraigned for grand theft auto. Right, Detective. Do you know who my father is? We need to get to Coombs Auto and check out Harrison's story. Так, я немножко не помню, почему у меня завалился один из вопросов. Я вроде нажал поверить ему, а он начал ему задавать вопрос, как будто я сомневаюсь. Видимо, я просто вместо однерки нажал 2. Со мной такое бывает. Ладно, Влады, поехали. У нас все равно одно только место есть, куда можно забраться в рамках расследования. You drive. Как он ловко пересел с одного места на другое. Но в старых автомобилях нет такого разграничения переднего пассажирского места и водительского. I think he's telling the truth. Some of the most convincing people you will ever listen to are born liars. Usually they're called politicians. Это да, прошлое дело мне это показал. Я имею в виду дело об угоне посольского авто. Уж очень они искусно мне врали. Сволочи. Автосалон Кумпса. Часто мы ходим по автосалонам, это неудивительно, мы все-таки детективы транспортного отдела. Ну, такой же скользкий тип, как и тот друг гомосейский. Detective Phelps, LAPD, are you the owner? That's right. Richard Coombs at your service. You looking to trade in a black and white, boys? Mr. Coombs, we're investigating an auto theft. A man by the name of Cliff Harrison claims he bought the car here. Well, some people would say that my cars are a steal. That's a joke, son. Very amusing, Mr. Coombs. I remember Harrison. It was a green two-tone Kaiser Frazer, if I remember rightly. Do you have the bill of sale? It's in my office. Walk this way. Этот Кумс очень похож на одного голливудского актера. Я, к сожалению, не знаю его That's a joke too, son. имя, не помню. Phelps, you mind if I shoot this guy? He's getting on my nerves. Я думаю, тот, кто часто смотрит сериалы, фильмы, должен его узнать. Ну и, как вы понимаете, персонаж весьма-весьма дурной. Что ты мне даешь, шоколадные батончики, что ли? Here it is. Got the original pink slip there too. Давай осматривать сначала копию.
Свидетельство о праве собственности. Джон Арчер. Новый фигурант в деле. Или Джин Арчер. Такое ощущение, что женщина, что ли. Четвертверный год, 47-й. Проверить адрес Джин Арчер. 146 North Fremont Avenue. А кто вообще подал заявление об угоне? Вот что интересно. Давай с обратной стороны посмотрим. Получение прав продавцом. Типография, марка, подпись продавца Кумпс. Напечатано для отдела транспортных средств типографии марки. То еще и типографию надо проверить на предмет выдачи именно лжесвидетельств. Я понял. Так, и второй документ. Автосалон Кумпса. Модель такая-то. Ну, это копия чека, который мы уже видели. Harrison's purchase receipt was legit at least. Ладно. We have a couple of questions. All right, fellas, shoot. Так, давайте сначала посмотрим на улики. Он-то вроде смотрит прямо, не моргает. Ну, вернее, не бегает You're as глазами. thick as a whale sandwich, aren't you, son? Давай не груби. Я тут с людьми общаюсь. Украденный зеленый кайзер. Чек, удостоверяющий продажу двухцветного кайзера. Свидетельство Харрисона. Свидетельство Арчер. Подлинное свидетельство выдано Джин Арчер, проживающий по адресу Норт Фремонт. Видимо, она продала машину автосалону, а автосалон продал уже Харрисону. И копия чека. То есть, в принципе, все правильно. Давайте пытаться. Информация о сделке. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Такое ощущение, что я ему верю. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Верю. Описание подозреваемой. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. A little on the plump side, but not bone ugly. Забавный паренек, и я что-то опять ему верю. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Хорошо. Связь с типографией марки. Вот здесь он уже может начать юлить. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. Что-то как-то я не понял. Давайте посмотрим в блокноте. Здесь ничего нет про марки, да? Я имею в виду про типографию. Чтобы ему это предъявить. На этом не акцентируется внимание, поэтому вполне возможно, что мы ему поверим. Я почему-то хочу ему поверить. It says Marquee Printing. You've never heard of them? Marquee. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. Уже информация о платеже. When exactly did you hand over the check, Mr. Combs? Close of play on Friday. Что-то привирает. Привирает. Давайте мы маленько посомневаемся в нем. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. Хорошо. Подозрительная сделка. This was all above board. Yes, of course it was.
Ну, я что-то хочу опять в нем посомневаться. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son, not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Так, по-моему, провал. Нет, нормально. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day, Mr. Я бы его тоже пристрелил. Очень неприятный в общении человек. Но, по крайней мере, он очень явно показывал. Нужен нам ответ. Harrison might be off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. Get on the horn and call it in. Давайте выяснять про Джин Арчер. Этот допрос был довольно логичный, то есть и его не надо было обвинять во лжи, предъявлять улики. А то, что он немножко привирал, это было сразу видно по его лицу. Так, куда здесь спрятали от меня телефон? Вижу. Сейчас просто тупо выясним адрес. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Any messages? A James Velasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thank you. Так, и нам оператор сообщил, что некий Беласко уже в отделении и ждет нашей аудиенции. Давайте. Мой напарник уже в машине, что ли? Может, ты ушлый парень. Поехали. Кто его задержал? Fine. Зачем его задержали? Типография, Джин Арчер. Давайте поедем в отделение полиции, потому что все-таки допросить того, кого уже задержали, наверное, будет самым логичным. Ну, для меня, по крайней мере, в этой ситуации. А так ездить будет можно еще долго. Here's a chicken and egg question for you. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. Ну да, торговцы автомобилями не все такие парни ушлые. По-другому никак, продажники в любой сфере области должны быть такими, чтобы быть успешными, я имею в виду. Detectives, Velasco is prepped and ready in 2. Another stolen car with legit papers. Thanks. Да тут целая банда какая-то работает, которая делает поддельные документы законными. Так, а какую он комнату сказал? По-моему, во вторую, да? Да, я, по-моему, я угадал. Че сразу ни здрасте, ни до свидания, сразу ублюдок. Давайте смотреть. Тот же бланк. Я так подразумеваю, что даже та же фирма. О праве собственности Джейм Беласко, адрес Нортфорд Авеню, 146. Я видел этот адрес. Шевроле. The paper is real enough, Velasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. А с обратной стороны посмотреть не надо? Так, давайте еще раз посмотрим улики. Свидетельство Беласко. Фремонт Авеню 146. Не там живет Джин Арчер? А, Норт Фремонт Авеню. И здесь Норт Фремонт Авеню 146. 146. Адреса одинаковые. Это уже зацепка. Так, банковский чек выписан на имя Джин Арчер при покупке подержанного автомобиля. Копия. Свидетельство. Мне вот не дает покоя адрес. Выписанный на одно и то же местоположение. Ладно, давайте.
пытаться его допрашивать. Перегонщик угнанных автомобилей. Where were you taking the car, James? Blow it off, greenhorn. You'll get nothing from me. Так, ну что-то он в отказники пошел. Че ему предъявишь? Он ничего не... Он просто мне нагрубил. Давайте поверим. Come on, Belasco. Don't make it hard on yourself. I've got nothing to say till I see an attorney. Ага, надо было сомневаться, я понял. Связь с Арчер. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Но по идее надо предъявить ему... свидетельство. Но я же не могу предъявить ему 2 свидетельства, только одно из них. Спросим сообщество и сомнения. Да, я в принципе так и думал. You want my partner here to convince you that you do know her? I'm giving you the straight dope. I don't know no Jean Archer. You had a chance to cooperate, Belasco. See you in 10 years when you get out. Беда. You're Phelps, right? Yes, I am. Look, can we do this later? I'm in the middle of it. Ray Pinker. I'm with Technical Services. The pink slips are all real. Yes, we know that. There's only one company that prints them in California, the Marquee Printing Company. They've confirmed that the numbers are legitimate. You've checked them out? Sure. They're on Aliso Street, near the corner of San Pedro. The guy I spoke to was Lightval. Gordon Lightval. Here, I wrote it down. Thanks, Ray. This is a great lead. We'll get down there as soon as we can. Гордон Лейтл, владелец типографии марки. Ладно. Что-то как-то допрос у нас не получился. Учитывая даже, что я использовал подсказку. Так, как отсюда выйти-то? Наоборот. Мне это ничего не дало. GTA suspect Jean Archer, spotted by a patrolman. Western Union office, 253 South Hill. Less than a minute away down the street if you run. Go! She won't hang around. Так, арестовать Джин Арчер. Достижение Western Union. Давай, валим, валим, валим. Может пешком? Он сказал пешком бежать. Бежали пешком. Хотя на машине-то в любом случае быстрее. Давай, давай. По-моему, я тупанул, надо было на машине ехать. Давайте воровать машину какую-нибудь. Давай, 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 дружище. Красный автомобиль должен стоять на светофоре и не тронуться, иначе я могу и провалиться. Хотя нет, пешком быстрее, да. И он как раз тронулся в этот момент. Правду сказал, что совсем недалеко. Так, здесь-то куда? Деньги обналичивает. Чек, о котором мы узнали от Купса. Здрасте. God damn it. Everyone's against me. Look, just let me get my money and get out of here, okay? Да, конечно, идите. Гоняйте машину дальше. How about giving a girl a break? That could be very nice. I'm afraid I can't do that, Miss Archer. Stefan, call for black and white. Just my luck to get the only hair sure cop in the LAPD. Угнанный Кайзер Фрейзер. The car you sold to Coombs was stolen, Miss Archer. There won't be any money. I handed over all the right paperwork when I sold it, Buster. Блин, я не понимаю, я бы... Вот судя по ее лицу, она говорит правду. Но я ей могу предъявить... Что, свидетельство регистрации ТС, свидетельство Арчер. Только вот это я могу и предъявить. В принципе. Свидетельство о регистрации найденного подозреваемого. Ну вот это я и предъявлю. Давайте так попробуем. То есть я ей говорю, что она лжет, и предъявляю ей документы на авто в том, что они фальшивые. Давайте так и сделаем.
Хотя, блин, что-то мне чувствую, что не пройдет эта фигня. You're lying, Gene. You want to prove that, Buster? Try and prove that pink slip is not real. Давай. Look, this is all just a big mistake. I don't want to talk anymore. Just let me go. Ну, как я и думал. Связь с Беласко. How long have you and Belasco been delivering cars? Who is James Belasco? Откуда ты сказала, что он Джеймс? Я просто спросил Беласко. Сомнения. He's the guy you boost cars with. He gave you up. He thinks you're so dumb you'd steal a free sample. So I'm no genius. I make the best with what I've got. Why are you so cruel? Да твою мать, ну что ж такое? Второй допрос провалил, причем в полную. В принципе, он говорит, какая твоя связь с Беласко? Она говорит, я не знаю, кто такой Джеймс Беласко. Я имя-то не говорил. Что-то совсем беда. Давайте позвоним. Нельзя позвонить? Нельзя. Давайте тогда посмотрим, что у нас есть. Из мест, куда можно поехать. Типография и Норт Фримонт Авеню. Поехали на Норт Фримонт Авеню. Хотя я уверен, что и здесь я завалю допросы. Что-то сегодня мне логика не помогает совсем. У нас уже там в отделении 3 подозреваемых и все в несознанке. Little did she know her feminine charms were useless against the impenetrable Cole Phelps. She's not my type. And what is your type, Phelps? I'm married. I know that, but you're not blind or dead inside, are you? Wait, scrap that second half of the question. I don't know. Blondes, I guess. Hallelujah! The man is human after all. Now we're getting somewhere. Yep, I'm with you on the blondes. Brunettes are fine too. And there's nothing wrong with a good redhead. But I draw the line at gray. You know what? I might have to lift that embargo soon in the interest of maintaining a free market. A man with high standards. The standards are only as high as the last glass of whiskey. Тупая мужская болтовня. Выпивка и девчонки. Норт Фримонт Авеню 146. Давайте пытаться здесь не завалить. Empty. Should have known that Archer broad would have given us a false address. Ну понятно, все зарегистрировано на вымышленный адрес. Значит, остается типография, там мы, возможно, все и выясним. Очень бы на это хотелось, по крайней мере. Надеяться. Типография марки. Или марки, наверное, не марки. На французский манер. Пока даже не приходится улики искать нигде. Приходится основываться только на домыслах и словах. Who's in charge here? I am. Gordon Lightfall. What's this about? We understand that your company prints California vehicle titles. Yes, I have the government contract to print pink slips. Have done for some years. Have you had any goods or equipment stolen recently? We're running up against stolen cars with seemingly legitimate paperwork. Not recently. Have you ruled out forgery? There's no shortage of talented artists in this town. We'll keep it in mind. Так, музыку говорю, надо что-нибудь искать, нет здесь? Пошли походим здесь. Хотя смысла нету. Музыка-то не играет. Ну да. Музыки нет, так что надо просто с ним болтать. Ну сюда на всякий случай еще сходим. Ладно. We have some questions for you, Mr. Lightball. Так, и опять я перед допросом посмотрю улики, связанные именно с ним. Вымышленный адрес на квитанции Джин Арчер.
Документы на авто. Свидетельство о регистрации найденного подозреваемых в угоне автомобилей. Записка от Рэя Пинкера. В сообщении написано: Гордон Летвелл, владелец типографии марки. Понял. Свидетельство Беласко. Подлинное. Банковский чек. Копия чека. Свидетельство Арчер. Ладно. Кривая смысла нас куда-нибудь выведет. Знание об угонах. Mr. Lightfall, we're currently working 2 auto theft cases. Do you know anything about a car theft ring? Certainly not. Why would I get mixed up in a thing like that? Ну вот пока говорил, он что-то смотрел в сторону. Сейчас тоже, по-моему, юлит маленько. Хочу нажать сомнение, но вполне возможно, что надо будет ему поверить. We have suspects with legitimate pink slips that were printed here, Lightfall. You better give me something before I bring the whole department down here. Don't be hysterical, Detective. As a matter of fact, we had a similar problem a couple of years ago. A number of used car lots were selling blank documents to a criminal organization. Удачно. Поставка свидетельств. Do the names Cliff Harrison and James Belasco mean anything to you? No, they do not. Ну, вроде правду говорит. Ну, вот сейчас что он смотрел наверх? Я опять сомневаюсь. Блин, я сомневаюсь. Говорю сомнение. Harrison bought his car from Coombs. The pink slip looks good, and that points the finger here. Do you have any employee trouble? No, I don't. They've all been carefully screened. Look, now that I think about it, the name Coombs sounds familiar. I think they may have been involved in stolen documents in the past. Что-то он стрелки кидает. Ну, давайте посмотрим, что он скажет дальше. Грузы, доставленные в автосалон Кумбса. Do you have a delivery ledger, Mr. Lightfall? We would like to cross-check against the Coombs Automotive Emporium. It's a little out of the ordinary, Detective. I'm not sure I can share those sorts of records. Так, ну давай посмотрим на твои глазенки. Что-то он такой какой-то. Как Тоби из Гарри Поттера у него сейчас взгляд. Давайте, чтобы не завалить окончательный допрос, используем интуицию. Спросим у сообщества. Хотя оно меня уже один раз подвело. Ну да, я в принципе так и думал. Hand it over, Lightball. You don't want us having bad thoughts about you, do you? Very well, but this really is irregular. Over here. Отлично. Типография марки. Look for patterns, recurring names, unusual addresses, anything out of the ordinary. Ищи, говорит, все. Необычно. У меня сразу необычно, это красная ручка в глаза бросается. Давайте сверять, я пока не понимаю, о чем мне. На что мне обращать внимание? Так, name Джеймс Мак, Бигелоу, Миллер, Ковакс, Бигелоу, вижу Бигелоу несколько раз, 2 раза. Chemicals, Джонсонс, Бигелоу, Оливер, братья Райт. Это не те? Самые братья Райт знаменитые. Ну-ка, Бигелоу. You certainly encourage repeat business, Lightball. This Mr. Bigelow is a good customer. В принципе, это сразу бросалось в глаза. We'll let you know if there are any developments. Значит, один из самых крупных покупателей этой компании Бигелоу. К нему и направляемся. Если честно, у меня сейчас параллельно в голове пытаюсь перебрать те допросы, которые я завалил, я, если честно, не могу понять, что же там так сильно накосячил. Industrial Street. А я же так на типографии марки был только что. Поехали к этому Биглу, надеюсь, мы там что-нибудь выясним. И прищучим этого Биглу. Никаких мыслей детектива, да? Ох, сразу с пистолетами, блин. Необычно.
points. Get Fleischer down here. I thought you Marines were gung-ho, Cole. You have a 45, don't you ever want to use it? I'll take the back. Just give me a few seconds to get around there. Походу нам придется сейчас нормально повоевать. Как он это ловко сделал. Территория-то большая. Склад какой-то. Ну, похоже, вот они угнанные автомобили. LAPD. All of you are coming downtown with me. Сразу. Тихо, тихо. Кого пострелили? Ой, вовремя. Что-то я уже совсем не снизил сенс, чтобы удобнее было стрелять. Похоже, только зря, надо привыкать. Там моего парнягу убивают. Напарника. Ой-ой-ой, ты откуда Томпсона взял? Хорошо. Ох, как я удачно канистру присмотрел. Давай, 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 давай. Уже вся спиняка в кровушке. Хорошо. Напарник рядом, это придает нам уверенности. Мне, по крайней мере. Покажи головушку. Попал? По-моему, попал. На второй этаж, так на второй этаж. Оу! Что-то ты не очень удачно туда забежал, да, друг? Блин, как мне неудобно стрелять с правой стороны, когда герой находится. Это, наверное, можно поменять какой-то кнопкой, но я не помню какой, поэтому сейчас пока этим заниматься не буду. Ай, каждый сам за себя. Ух ты, откуда взялся такой ниндзя? Где-то здесь будет его голова. Чуть-чуть не угадал. Так, здесь вроде пусто, да? Ну, я загляну на всякий случай. Ну, а в самом конце, наверное, бегал, да, вот он, паршивец. Ну, по-моему, ребята, дело открыто. Так, а вот здесь нам нужно будет уже немножко обыскаться, и я сразу бросаю взгляд на эти бумазеечки. Типография марки. Industrial Street. Перевозчик Города. Если содержимое не соответствует описанию, если товар поврежден, засвидетельствовать это, поставить свою подпись на квитанции. Ну, это просто товарная накладная. Хорошо. Ну-ка, подождите, на всякий случай нажму еще раз кнопку. Чтобы, мало ли, может, с обратной стороны что-нибудь важное, какая-нибудь записка, типа... Явки и пароли сданы. Я буду в шляпе, в пальто и с гвоздичкой. Так, хорошо, и здесь что у нас? Санта-Анита Парк. $150 за второе, третье место. Так, пока не связал. Как связаны букмекерские талоны с мистером с этим. Ладно. С обратной стороны ничего. И какого хрена они здесь делают? Ну, видимо, Лейтволд здесь замешан самым прямым способом. Так, а коробка? Коробку мы уже обыскали, да? Так, вот они, документы. Те самые бланки. Свидетельство о праве собственности на автомобиль, типография марки. Это точно. We've got a trail of pink slips and stolen cars that leads right to your door, Bigelow. You're in this up to your neck, but I don't think you're the man in charge. Make it easier on yourself. Give him up. I do work on cars for customers. You charge in here shooting up the place like it's the Ballad of the Bulge. I can't give you anything.
Ой, блин, еще и вас и допрашивать, господин. Вот только что меня тут пытались пятером укокошить. Давайте посмотрю улики. Улик тогда хранища. По их замыслу я какую-нибудь могу им предъявить. Коробка с документами. Мирские талоны. На имя города Лейтвола. Доставить товар Стивену Биглу по адресу. Журнал доставки грузов. Вымышленный адрес. Давайте пробовать. You can make this easier on yourself by giving us your man on the inside. I sometimes repair cars and put them back on the road. I need a pink slip to resell them. There's no problem there. Ну, по логике надо на него давить сомнением, потому что предъявить на его слова какие-то улики мне смысла нет. Но, блин, что-то мне подсказывает, что вероятность ошибиться крайне большая. There are at least 4 dead men in this warehouse. A couple more. Punks won't make for that much extra paperwork. You'd be doing the legal system a favor. Okay, tough guy. I get the message. Lightfall, the guy who runs Marquee. He's the big shot. He likes to spend big at the track. He owes people. Хорошо, связь с Лейтволом. Lightfall, the guy with no luck at the track. Tell me about him. It's one of the guys lying over there. You're right. He has no luck. Подожди, что-то я не понял, что он сказал. Что Лейтвол лежит на полу, один из убитых, вроде правду говорит. Давай согласимся. For a car thief, he plunges big at the track. Every dime he gets. Can't help himself. Whether you give up your bosses or not, Bigelow, you're going away for as long as I can put you there. We'll see. I didn't fire a shot, copper. I just want you to tear my place up. Походу, дело завалено, ребятушки. У меня куча арестованных и в смысле ни одного признания. Я просто не понял последний диалог, если честно. Да, дело такое. Арестовать Гордона Лейтвола. Мы с ним уже общались. В принципе. Что-то мне подсказывает, что вполне возможно, что его там уже и нету. В типографию. Чё спрашиваешь, как дурак? What a mess. Gonna take some cleaning up, that's for sure. Wish it hadn't gone that way. Well, they shouldn't bring guns to work with us. We didn't have a lot of choice. You have to admire the barefaced cheek of someone who tries to blow your brains out one minute and pleads innocence the next. Yeah, especially when he's surrounded by evidence. You know, guys like Bigelow spend so much time convincing themselves that they're not doing anything wrong that they actually start to believe their own bullshit. They get sloppy. Bigelow, Lightball, all of them. If they hadn't, who knows how long they could have kept this racket going. Complacency or greed. It's always one of the two that brings them down. Ну, нам предстоит еще явно последний допрос Лейтвола. Вполне возможно, что теперь нам здесь придется искать улики. Он даже не думает никуда бежать. Чувствует свою безнаказанность, защищенность. You're under arrest. You again? This harassment is starting to wear thin. Грузы доставлены на Индастриал Стрит. In a warehouse full of hot cars. You signed for them, Lightball. I signed for all the orders and deliveries. You'll need something better than that, cowboy. Ну, я жму ложь и предъявляю ему лотерейные билеты. Пока. Не хочу даже думать об этом. I've had enough of this. You either produce some shred of proof, or I call my attorney. Так, где они тут? Букмекерские талоны. You're in the hole with the organization. We know about the debts, Lightball. I agree. I have a small problem. I'm prepared to help you in any way I can, Detective. I'll name names. I need you to keep this out of the paper. You need to shut up now, Lightball.
Gordon Lightfall, I'm charging you with conspiracy and fraud. Hands behind your back. Отлично. The Он согласился сдать все имена. Today smashed a nationwide auto theft ring. Writes crime correspondent. Blah blah blah. Oh, here it is. Traffic squad detectives confronted a large group of armed thugs. After an exchange of gunfire, more than a dozen dead criminals were removed from the scene. The LAPD sustained no casualties. Damn fine work, Phelps. Now get out there and nail some more bad guys, will you? I want to finish reading this. Хорошо, дело закончено, но в принципе здесь невозможно дело не закончить. Другой вопрос, какой статистикой ты его заканчиваешь. В принципе, мы пришли к тому, к чему должны были прийти. Но с допросами у меня по традиции были проблемы. Бигелоу бандит, но не дурак. С достаточным поощрением он, возможно, дал бы показания против Лейтвелла. Надо было как-то его... Надо было какое-то доказательство предъявить, которое, видимо, не принял внимания. Хорошо, начинается новое дело. Мы будем проходить его в следующей серии. Посмотрим сначала флешбэк. My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate and 48. That's 4 more hard years of fighting. Если честно, из этих флешбеков, да и просто по сюжету, Фелпс такой очень самодовольный паренек. Падший идол. Дело, которое будем расследовать уже в следующей серии. Посмотрим просто завязку. И затем уже посмотрим, что дальше. Вот на такой интересной ноте и заканчивается эта серия. Phelps, Bukowski, you have a new case. 2 women, possible drink drive. How is that a case? The broad says she was doped and that somebody tried to kill her. Where did this take place? That's the bit you're gonna love. Right across the street. What? A Chevy Styline took a nosedive off the escarpment, fetched up underneath a Cola King billboard. Up to it, boys. We got bad guys to catch. Кажется, что не надо далеко ехать. Но в любом случае, давайте прощаться. Следующее дело будет на следующий день, в следующей серии. А пока спасибо за внимание. С вами был Anybody Play. До новых встреч. Все, пока. Пока.